Решил видео записать одному своему верующему другу. Может, еще кому-то будет интересно. Он глубоко верующий, я бы даже сказал, терминальная стадия. Вот он мне пишет содержательный комментарий, бе-бе-бе, и сбрасывает видео с комментарием. Хорошее видео с незашоренных позиций. Можешь глянуть, ты такое любишь. Ну, я, естественно, посмотрел. Написал ему тоже комментарий, кто хочет, может ознакомиться. Не суть. И сбросил ему ответ, свой комментарий к этому видео с тайм-кодами. И он мне пишет. Так там 2,5 тысяч комментариев, как я его найду? Сделал бы скрин, просто да и все. Да я тебе не то что скрин, я тебе вот сейчас видео целое даже запишу. Ведь ты настолько уже предисполнился или преисполнился в своей вере, что уже руки, наверное, превратились в крылья, и ничего мирское тебе не чуждо. Так, вот, нажимаю я на ссылку. Кто хочет, может повторить. Тут оно, конечно, долго грузится. Можете оставить гневный комментарий о том, какое плохое качество видео, какой плохой звук. Часто мне оставляют в комментарии люди, которые содержанием видео не интересуются. В общем, оно загрузилось, и, о чудо, вот мой комментарий, самый первый. Да, тут 2 с чем-то тысячи комментариев. Обратите внимание, я не авторизирован. Вот, то есть любой может по этой ссылке, я могу даже потом сбросить ссылку эту и перейти. Более того, я не знаю, как можно в скриншоте сделать. Я вот комментировал непосредственно то, что рассказывает этот деятель видео. Вот я нажимаю, перехожу на тайм-код. Аргумент — это аргумент тонкой настройки, мне кажется, самым убедительным из всех аргументов креационистов. То есть мы знаем, что существуют некоторые физические константы. Я не физик, опять-таки, об этом говорить не буду. И вот физики нам говорят, что если бы эти константы были чуть-чуть другими, то невозможно было бы не только жизнь, но, пожалуй, даже вселенная, в которой мы живем. Не образовались бы звезды, да, там, все бы выглядело совершенно иначе, или там, скажем, тяжелые элементы не были бы стабильными, там все бы состояло из там, гелия и водорода, да. Механизм, и, по сути дела, отстраняется от него. Отстраняется от него. Вот. И что я на это ответил? Сейчас будет очень страшный звук. Тоже можете сразу написать в комментариях, какой отвратительный звук робота, искусственный интеллект, это не живой звук. Ну, в общем, все, что любят мне писать в комментариях неолудиты и обскурантисты со староверами. Итак, внимание, закрываем уши. Это метафора, которую трактуют, как хотят, от нее никакой пользы, в отличие от науки. Как можно так лицемерно относиться к науке? А по поводу констант, ну, были бы другие константы, были бы другие наблюдатели. В масштабах Вселенной время ничто. Просто верующие не понимают эти масштабы из-за своей ограниченности. Идея, что Бог создал Землю для нас, потом, когда ученые, обратите внимание, именно ученые, они верующие открыли Вселенную, верующие сказали, что Вселенную Бог создал для нас, а теперь вцепились за эти константы. Они все время тормозят науку своими сказками и суевериями. От науки есть конкретная польза, от религии только вред. Следующий отрезок видео. Все древние общества, которые мы знаем, были в той или иной форме религиозны. И это говорит нам о том, что религиозность давала этим людям некоторое эволюционное преимущество. Может быть, преимущество не в биологическом смысле, хотя, возможно, что и в нем тоже, а скорее в социальном. Мы постараемся сейчас не сваливаться в социал-дарвинизм, это довольно опасный путь, но все-таки. Вот существует некоторая общность людей. И эта общность людей верит в некоторые высшие силы. Приносят жертвы, тратят усилия достаточно серьезные на то, чтобы построить какие-то святилища. Вот в нашем выпуске о возникновении мифологии и религии мы говорили про подобного рода святилища, например, ГТП, где люди, еще не владевшие искусством обработки металла, тем не менее строили огромные сооружения из камней, это, очевидно, было очень трудоемко, и они находили в этом для себя смысл. И в частности мы говорили там, что, возможно, это был способ выстроить некоторую систему ценностей, которая была бы общей для всех людей данной культуры, что если мы просто не считаем нужно такую систему выстроить, мы приходим к модели каждый сам для себя, вот закон джунглей, кто кого съел, тот и прав, и общество не может существовать по этим законам, да, оно просто распадается, оно себя уничтожает. А если мы хотим, чтобы это общество каким-то образом соблюдало определенные нормы, взаимодействовало, то религия дает прекрасное обоснование, почему люди должны это делать. Любая. Так, какое я по этому поводу даю обоснование? Продолжение я тоже озвучил его синтезатором специально для таких канонизированных, как мой друг, который уже отринул все мирское, включая умение читать. Естественно, религиозность давала свое преимущество, примерно такое же, как маленькая лопатка в песочнице дает детям, а наука – это дядя с экскаватором. Продолжение сравнивайте, что дает наука и что дает религия, а не дети в песочнице. Древние общества были отсталыми и примитивными. Или вы хотите, чтобы мы сейчас отказались от экскаваторов и начали копать детскими лопатками? Очень интересный подход. Религия когда-то давала преимущество, но дурь на выдумке у верующих хитро. Ну и так далее. Не буду тратить время. У кого действительно есть желание, с легкостью может перейти по ссылке и ознакомиться с моей конкретной критикой фрагмента видео. И, конечно, не забудьте написать в комментариях, что это просто ужасно, невозможно смотреть, аудио рассинхронизировано с видео и в таком святом духе. А также уважающие себя верующие обязательно не забудут упомянуть, что им ничего не понятно, все сумбурно, как комментарии к видео, так и все остальное. Я бы, конечно, мог доработать, но это все время. Кстати, боевой конек многих верующих — гордыня, самодовольство, игнорирование чужого мнения, объективных фактов и, конечно же, склероз. Я, собственно, для этого видео и делаю. Как видим, у некоторых болезнь религиозности прогрессирует.
На начальной стадии просто забывчивость уже ранее доказанных им прописных истин. А на стадии канонизации такие просветленные уже не способны нажимать на ссылки. Интересно, как можно общаться с такими людьми, которые поют свою монотонную лебединую песню, молитву с закрытыми ушами и глазами. Щелк компьютера, видишь? Мышкой на него наведи на него мышкой и 2 раза клацни. Классно? Не получается. Не получается. С первого раза ни у кого не получается. Нажми много раз. Форматировать жесткий. Нет! Трогай! Я ничего не буду трогать! Ничего! Дышим! Успокоилась? Нажми на крестик. Господи, прости меня за все. Ты нажала на крестик? Я уже и на крестик нажала. Я уже и перекрестилась. Может, мне молитву какую прочитать? Это просто монолог, а не общение. И главное, как видим, верующие очень обидчивы. Я уже не знаю, как бы так что сказать, чтобы не оскорбить чувств верующих. Чувств, которые в принципе оскорбляют здравый смысл и логику, превращая диалог в монолог. Вот так бывает. Был нормальный человек, а потом запел в церковно-приходском хоре, и понеслось. Божья благодать. Раньше хотя бы мог общаться с людьми, а теперь с помощью молитвы только с Богом.